Всем привет! Итак, сегодня канал, который вы меня очень-очень долго просили. Я, если честно, завтыкал и не написал автору, можно ли вообще его смотреть. Может быть, а может и нет. Канал Чернец называется, уже 407 тысяч подписчиков. Я 100% ставлю лайк. Очень крутой канал. У него очень крутые, интересные видосы, но в силу того, что я не знаю, можно ли смотреть или нельзя смотреть. В общем, если не сложно, может быть, сам автор в комментариях. Будь добр, отпишись. Если против, то как бы это я не при делах. Да, и все. Если нет, то с огромной благодарностью. Спасибо за контент. Буду рад знакомству. Ссылочку оставлю внизу в описании, ребят, заходите, подписывайтесь, очень круто, очень сильно, очень годно. Кто-то мне говорил, что это у нас вообще монтажер у Димы Масленникова. Могли вы меня, конечно, обмануть, но очень похоже, потому что качественно, круто и сильно. Давайте смотреть. Сегодня мы посмотрим самый страшный звонок в 911. Звонки в 112, это прям что-то, прям должно быть очень страшно. Я просто скажу, да, то, что у нас оранжевый партнер, ссылка в первом закрепленном комментарии. Да, можете зайти, забрать свой фрибет. Поехали, всем приятного просмотра, как всегда, лайк и подписка на канал. Спасибо, друзья. Телефонный номер, который знают все. Блин, он очень похож. Он очень похож на Мармока, очень похож. И причем он мне напоминает Мармока и еще кого-то. Вот по харизме, по подаче. Блин, мне кажется, что 100% вот этот голос его, я его слышал где-то в роликах у Димона Масленникова. Хотя могу ошибаться. Если я ошибаюсь, то сорян. Вызов полиции. Да. Но если это он, то это Всего очень лишь крутой. 3 цифры, отделяющие людей Но это он. от смерти. Это он 100%. Звонки, наполненные человеческими страданиями. Oh my god, I'm done. I didn't mean to. I didn't mean to. I'm so sorry. Друзья, совсем недавно я выложил первый ролик «Самый страшный звонок в 911». Прочитал все ваши комментарии, и огромное их количество было о желании увидеть вторую часть. Блин, если, короче, вам сильно зайдет, ребят, и протопите лайками, и нам как бы не против будут смотреть то, что мы смотрим, я бы посмотрел и первую часть. Просто вы меня попросили именно вот этот. Оказывается, там есть первая часть. Давайте мы еще посмотрим и первую. Вот, но сегодня давайте с второй, но все-таки начнем. Я думаю, что они никак не совмещаются, потому что звонки разные. А это значит, что пришло время снова погрузиться в мир настоящего, реального ужаса. Не, ну что, операторам приходится слушать Итак, это, забейте. Приятного просмотра. Приятно. С компотиком. Я тут компотик наливаю. Компотик. Ягодный морс. Да. 6 марта 2016 года. Ферндейл, штат Вашингтон. Очень странный звонок в службу спасения. Просто послушайте. Минуту, пожалуйста. Вам нужна помощь или скорая? Да, мам, это серьезно. Вам нужна полиция или скорая? I'm trying to get you on my speakerphone so I can hear you. Ma'am, I will call you back. Do you need the police or an ambulance there? Yeah. I will call you back. И бросил трубку. Как вам такое? Ничего не понятно, но затем поступил По-моему, он кому-то второй сказал. звонок. 911. Good afternoon, ma'am. Hi, can I help you? My name is Charles Hendricks Foster, and Представляется. I am about ready to kill my wife. What's your This is address? not a joke. Shut up and listen to me. Okay, first I need your address and then I'll shut up. Shut up and listen. I'm not kidding, ma'am. Слушайте, я, конечно, не шарю, может быть, это все стереотипы, но, по-моему, когда звонят в 911, то там у них в течение какого-то времени, то ли сразу определяется местоположение звонка, то есть откуда звонок идет. Могу ошибаться, но, блин, по-моему, так и есть. Но во многих фильмах, по крайней мере, это видел. И вроде как даже не фантастических. Кто, ребят, со Штатов, может, поправьте, если я не прав. My name is Charles Hendricks Foster. I want to hurt this woman real bad. What's her name? Come on, lady. At least talk to me. Okay, where is your wife right now?
She's sitting right next to me. I'm crazy. Whatever you want to call it. I'm crazy. I don't care. I want her dead. You understand that, ma'am? I do. I'm getting you help. I want her dead. I understand, and I'm getting you help. Do you have any weapons in your home? You know what? Just send a f***ing cop out here I've already... and let it go at that. Bye-bye. Hey, sir. Охренеть. Полиция уже была в пути, и оператор снова попыталась дозвониться до Чарльза. Hi, it's 911. Hello? Hi, it's 911. You disconnected, and I just wanted to talk. Just hang on. Okay. Are you with the police department? I work at the 911 center. Oh, good. Okay. Send a cop out here before I kill my wife. Okay, I don't want you to do that. Is there any way that you can go outside to wait for police? All I want is an officer or two, whatever it takes, to come down here to my apartment, my address, and arrest me. 911, what's your Me. I know. My wife. Shut up and listen. Знаете, сначала я посмеялся, я подумал, что забавно, мужик поссорился с женой, позвонил в 911, как бы он ничего плохого не натворил. Но на самом деле все намного серьезнее, потому что плохое все же случилось. Когда прибыли полицейские, кстати, через 5 минут. 5 минут. Откуда вообще эти скорости? Как можно приехать через 5 минут? Когда приехали полицейские, они обнаружили, что он ударил жену ножом в грудь. Почему он это сделал? Он объяснил это тем, что жена принесла домой алкоголь. Жена выжила. Фостер признал вину и сел в тюрьму на 10 лет. Также он был обязан выплатить штраф $16 000 за лечение. Вот такой сознательный преступник. И знаете, друзья, я прочитал... Это пипец, это представляете, какая ответственность у оператора? Какая ответственность у оператора, чтобы попытаться его как-то отвлечь, заговорить и протянуть хотя бы немного времени. Читал некоторые ваши комментарии, что удобнее было бы слушать, а не читать. И надо было, наверное, озвучить звонки. Но я долго об этом думал, когда делал первый... Я даже сам перестал. Я попытался зачитать, а потом, знаешь, чтобы вот передалась атмосфера, я даже читать не стал. Я думаю, что все правильно сделал. Ролик, и мне кажется, что если бы я озвучил голоса, это бы было уже не по-настоящему. Вся уникальность этого материала заключается в том, что это реальные люди, которые действительно оказались в этих ужасных ситуациях. Поэтому я оставил звук именно в такой оригинальной форме, чтобы вы услышали настоящие голоса людей, оказавшихся в безвыходных ситуациях. 6 сентября 2018 года, Даллас, Техас. Эмбер Гайер, офицер полиции. Она возвращалась домой после долгого рабочего дня. В 22 часа она открыла дверь своей квартиры и увидела там мужчину. Свет был выключен, и она сразу поняла, что ее грабят. Она достала пистолет, направила на мужчину и сказала не двигаться. Но мужчина шевельнулся. Эмбер сделала 2 выстрела в незнакомца. Вот только во всей этой ситуации есть одно гигантское «но». Hi, this is an off-duty officer. I need EMS. What's going on? Это она звонит. I'm an off-duty officer. I thought it was in my apartment, and I shot a guy thinking it was my apartment. Oh my God. Okay, we have help on the way. I know, but oh my God. Чего? Она квартиры перепутала? Или мужа не узнала? I thought it was my apartment. Hey, man. Эмбер, возвращаясь домой, перепутала квартиры. Она недавно заселилась в новые апартаменты и просто перепутала этаж. Она подумала, что преступник проник к ней домой. На самом же деле, она зашла к соседу сверху и пристрелила его. Hey, bud. Hey, bud. Hey, bud. I thought it was my apartment. I understand. We have help on the way. I thought it was my apartment. I could have sworn I parked on the 3rd floor. Okay, I understand. Вот поэтому я никогда никому двери просто так не открываю.
А то откроешь тебе... Опа, моя хата, на! Это просто, это ты прикинь, чувак на ровном месте. На ровном месте просто чилил. Кого? Ужасная, обидная, жесть, страшная ошибка. В тот день Эмбер отработала 13 часов. И более того, в спецназе. Она арестовывала преступников. Она была в очень слабом состоянии в конце дня. Второе совпадение. Когда она пришла, дверь была приоткрыта. Она сразу подумала, что ее грабят. А на самом деле просто сосед забыл ее закрыть. What floor are you in right now? The fourth floor. Fourth. Hey, bud. Hey, bud. They're coming. They're coming. I'm sorry, man. Okay, where was he shot? He's on the top left. Oh my God. I'm done. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. I'm so sorry. В квартире находился 26-летний Ботом Джилл. Света почти не было. Он начал двигаться в ее сторону, или ей показалось, что в ее сторону. И... Но это получается третье совпадение за один день. И тогда она сделала 2 выстрела. Мужчина, к сожалению, не выжил. Я чувствую себя ужасным человеком. Я чувствую себя куском дерьма. Я ненавижу то, что... Даже не вздумайте. Мне приходится жить с этим каждый день. Я чувствую, что не заслуживаю возможности быть со своей семьей и друзьями. Ее посадили на 10 лет. Офигеть. После приговора брат погибшего обнял Эмбер и сказал, что прощает ее. Друзья, я должен сказать, что несколько звонков в 911 мне пришлось вырезать из ролика, потому что там присутствуют фрагменты, за которые YouTube блочит ролик намертво. Например, была история, где девушка в каком-то странном состоянии постоянно твердила парню, что за ней кто-то идет. Okay, tell me exactly what's going on. My wife, she's like, I don't know, something's going on with her. Okay. Can you describe what's going on? Like she's freaking out, like somebody's out to get her. А потом она начала говорить, что они уже здесь. Why did I do that, babe? I don't know. She keeps saying somebody's after her. There's nobody after her. There's nothing. She keeps saying people are coming. There's nobody even here. А затем она достала ружье и сделала то, что я не могу сказать на ютубе. Поэтому обязательно переходи в телеграм-канал по ссылке в описании, подписывайся, и там я выложу новые звонки в 911. Знаете, очень важно сразу называть адрес. Служба спасения точно должна знать, куда вызывать помощь. И в следующем абсолютно жутком звонке женщина не успела назвать адрес. Yeah. This is Ruth Price at 3877. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out. Oh. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door. And where is he now, ma'am? I don't have no idea. Неизвестный мужчина напал на женщину прямо в момент звонка в полицию. Оператор совершила огромную ошибку. Она перебила женщину, не дослушав адрес. Ру Прайс, женщина 67 лет. Неизвестный долго ходил перед ее домом, а затем внезапно напал
и начал душить. Кто он и зачем это сделал, до сих пор неизвестно. Ограбление, но скорее женщине удалось спастись. Она высвободилась и убежала. Конечно, невероятно Я вообще в шоке работа в 911 либо полиции. Я даже не знаю, насколько нужно быть стрессоустойчивым, чтобы выбрать для себя эту профессию. Очень много ваших сообщений о том, что вы бы хотели услышать звонки в 112. Службу спасения в России. Я покажу вам сегодня пару историй, но... Я поймался на мысли, что я ни разу не слышал звонков у нас. Они вообще куда-нибудь выкладываются? 112. Они вообще где-то они есть? Я ни разу этого не слышал. Кто-нибудь знает? Но начнем мы с другого. С очень интересного эксперимента российских журналистов. Итак, 2000... Мне очень интересно, зайдет вам вообще вот такая рубрика? Вот в принципе она зайдет? Очень необычно. Очень реально интересно, что там... 2015 год. В США в финале Национальной футбольной лиги показали социальную рекламу, в которой девушка звонит в 911, чтобы заказать пиццу. И делает это совершенно осознанно. 911, operator 901, where's the emergency? 127 Brymere. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911. This is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushrooms. You know you've called 911. This is an emergency line. How long it'll be? Okay, ma'am, is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right. Okay, is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you. Офигеть, нифига... Что? Ты понял, что она вообще сказала? Это она типа так зашифровалась про пиццу и... Блин, ну здесь оператор просто гений. Ты прикинь, он взял, короче, и задал ей буквально 2 вопроса. Она также спокойно ответила, чтобы также не вызвать подозрения. То есть оператор понял, что что-то в хате творится. Жесть! Это постановочная запись, не настоящая, но она основана на реальном случае. В 2014 году бывший оператор 911 Кит Вайзингер рассказал об этой истории на Reddit. Запись очень крутая и показывает наглядно, как можно действовать, если вы оказались жертвой домашнего насилия и у вас наконец-то появилась возможность позвать помощь. Что ж, а теперь... Про службу 112. Журналисты издания The Village решили провести эксперимент. Они хотели проверить, а догадается ли диспетчер службы 112 о том, что это не заказ пиццы, а крики о помощи. Итак, в следующей записи Давай. Я верю, ребята. Жертва подставная. Это голос журналистки. А вот оператор настоящий. Послушайте, что получилось. 112 Москва, оператор 570. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы заказать пиццу. Пиццу заказать? Вы позвонили 112 Москва. Да, я понимаю. Я хотела бы заказать 2 пиццы пепперони. Что у вас? 2 пиццы пепперони я хотела бы заказать. 2... Вы куда звоните? Скажите, пожалуйста. Я правильно звоню. Мне и моему парню можно заказать 2 пиццы пепперони. На 2. Вы набираете 112 города Москвы. Мы вызываем на место экстренной службы. Вам требуется сейчас вызов полиции, скорой, пожарной, газовой службы? Да. Какая служба вам требуется? И литровую колу, если можно. Что еще раз? И литровую колу, если можно. Оплата наличными. Девушка, вы меня слышите? Да. Девушки уже нет. Бестолочь. Я вас слышу. Я даже не сомневался. Слышу. Вы позвонили 112 города Москвы. Что говорить, если мы звоним, когда в рейды ходим с Тёмычем, там трубки бросают. Просто бросают, вообще без разговора. Просто взяла, бросила. Мы не
Привозим пиццу, мы вызываем на место экстренной службы. Вам требуется Чё, сейчас ласкать вызов полиции, куницу? пожарной, скорой? Да, требуется. И побыстрее, пожалуйста. Какую службу вам необходимо сейчас вызвать? Сколько времени? Через сколько прибудет? Вам какая служба требуется вызвать? На двоих, если вы меня слышите, девушка? Да, я вас слышу. Какую службу вам вызвать? Полицию? Все, спасибо, извините, пожалуйста. Журналисты решили, что разговор затянулся и вызвать полицию не удалось. Но они попытались снова. Второй звонок журналисты сделали в ближайший участковый пункт полиции. Но там не взяли трубку. Тогда девушка позвонила в третий раз, снова в службу 112. 112, Москва, оператор 334, здравствуйте. Здравствуйте, я хотела бы заказать пиццу. Что вы хотели бы? Я хотела бы заказать пиццу. Дело в том, что мы принимаем экстренные вызовы. Да, я понимаю, можно 2 пиццы пепперони мне и моему парню на двоих? Девушка, мы экстренная служба, мы передаем экстренные вызовы, а не... Вообще, говорит, просто. Вообще. Какие там тонкие намеки? Там, когда говоришь, спасите, помогите, там не всегда помогут. О чем вы вообще говорите-то? Боже, что вы... Сколько раз с этим сталкивались, к сожалению? К сожалению. Пиццу мы не привозим. Я понимаю, можно и колу литровую еще. Что? Я понимаю, просто можно пиццу заказать и литровую колу мне и моему парню. Два. Если вам не требуются никакие экстренные службы, давайте тогда позвоните, пожалуйста, в службу заказа пиццы. Пиццерия. Снова не вышло, разговор прервали, но сделали 4-й звонок. Снова в 112 и наткнулись на оператора из первого звонка. 112 Москва, оператор 570, здравствуйте. Здравствуйте, я хотела бы заказать пиццу. Что? Еще раз повторите, пожалуйста. Можно заказать пиццу, 2 пиццы пепперони. Вы позвонили в 112 города Москвы. Мы вызываем на место экстренной службы. Вам требуется вызов полиции? Да, мне нужно мне и моему парню на двоих 2 пиццы. Послушайте меня внимательно. Вы позвонили в 112 города Москвы. Мы вызываем на место экстренной службы. Пожарная, скорая, полиция вам требуется? Да, я понимаю. И литровую колу. Какую службу вам вызвать? Полицию или скорую? Оплата наличными. Послушайте, мы вызываем на место экстренной службы. Вы слышите меня? Что у вас случилось? Вам требуется вызов полиции? Да. Алло. Какая служба вам требуется? Полиция? Да. А что у вас случилось? Все, спасибо, я жду очень. Хорошо, побыстрее. Послушайте меня. Итак, на 4-й звонок вызвать полицию наконец-то вроде как удалось. Только есть одно но. Алло! Кто требуется? Все, давай. Ой, господи. Как-то я, к сожалению, стал свидетелем очень серьезного, такого тяжелого ДТП на трассе М11. И в силу, так скажем, того, что что-то где-то, да, там, писарем, да, когда сидел, там немножко там какие-то знания есть по оказанию там первой помощи, там, при аварии, при каких-то катастрофах. Вот. Знаете, у меня было 2 в 1. Вот пока я помощь оказывал, я позвонил в 112. Разговор наш был примерно такой же, но только разговор немого с глухим. Я причем звонил, я говорю то, что я на платке, я не знаю где. Я говорю, где-то между одним участком, да, и вторым, условно, там, между Солнечногорском и Клином. Я говорю, ребят, я понятия не имею, где. Я говорю, вот я ехал, и я это увидел, стал свидетелем, то, что, да, вот такое произошло. Я говорю, я над человеком сижу, я говорю, я не могу от него отойти, там, бегать, смотреть за какими-то знаками, километраж, там, навигаторы заходить. Я говорю, потому что если он отключится, то как бы будет все очень грустно. И там, говорю, второго надо вытаскивать, я говорю, потому что он зажатый в машине. Что, объяснить не можете?
А где? И вот эта вот пена была очень долго. Самое смешное, самое забавное. Остановился человек, я попросил, ну, четко ему сказал, что делать там, да, в ситуации. Я просто на ютубе не могу это говорить, потому что, ну, понимаете, да, почему? Ну, запрещено, ютуб это не любит. Вот, я говорю, вот здесь вот держи, вот здесь вот делай вот так вот, не переворачивай, ничего. Я говорю, вот конкретно вот так вот. Побежал, достал из машины второго, положил яркую, там такая куртка у него лежала, я ее вывернул, положил. Знаков, естественно, не было, то есть, чтобы на них еще и не наехали. Перед поворотом побежал еще там, наверное, метров 200, там затяжной поворот, что поставил, тоже, короче, разбросал там кусок бампера такой, я его туда доволок, положил, чтобы, то есть, ну, люди уже обращали внимание, что что-то случилось. Чувак остановился, я попросил, чтобы он на машине, короче, типа, ну, фонарем стоял. Ну, короче, ну, как-то людям показать. Приезжает полиция, первое, знаете, что он мне сказал? Выходит полицейский, я об этом говорил на стриме, он говорит, что по дороге ходишь? Я, знаете, вот в тот момент мне стало так грустно, мне стало так не по себе, причем это относительно, кстати, не так давно было. Относительно не там... И меня прорвало. Я ему, в принципе, сказал все, что думаю. Я говорю, ты понимаешь, я говорю, ну, ты, говорю, тварь. Я говорю, ты первую помощь не хочешь людям оказать? Я говорю, вот я вот как смог, вот, смотри, вот. Я говорю, вот человек вот один лежит, вон второй. Я говорю, вот. А я весь в этом, ну вы поняли. Я говорю, вот у меня вот так вот, как в этом, как в фильмах ужасов. Я говорю, вот, я говорю, проверь, пожалуйста, в машине. Я говорю, есть еще кто-то или нет? Он таким, знаете, в развалочку такой. Я просто к чему это веду? Не к тому, что кто там плохой, кто хороший, бог всем судья. Вопрос в том, что с экстренными службами у нас очень большая проблема. Очень большая. Но видел и другую сторону медали. Видел, как сотрудники вытаскивают. Видел, как сотрудники оказывают первую помощь. Видел, как из горящей тачки справа, сзади машина горела, вытаскивали. Тоже сотрудники, тоже вытаскивали. То есть то, про что я говорю каждый раз на роликах у Артема Вульфа. Есть черные, есть белые. Есть те, кто приходит на вахту или на работу, а есть те, кто служит. Вот поэтому вот долгая тема для размышления, но как бы вот как есть, вот такая вот правда жизни. Очень будем надеяться, что больше было грамотных специалистов, сотрудников, и не только в колл-центрах, а вообще везде. Никто так и не приехал. Вернемся к самой ситуации с пиццей. Девушке угрожает опасность. Она не может позвать на помощь. И изобретает такой хитрый способ намекнуть, что ее нужно спасать. И вот вопрос. А как еще можно обратить на себя внимание? В ноябре 2021 года в Северной Каролине водитель самосвала на светофоре обратил внимание на девушку, сидящую на заднем сиденье легкового автомобиля. Она показывала ему жест. Водитель сразу все понял и набрал 911. Мужчину из легкового... Это, по-моему, типа то, что нужна помощь или еще, да, что-то жест? Автомобиля задержали. Он действительно похитил девушку. И именно этот жест спас ей по-моему, жизнь. это помощь. Запомните, если вы видите этот жест, человеку нужна помощь. На Западе в барах и клубах, если... Мужики, кто под каблуком у своей, но боится об этом признаться, подайте, пожалуйста, жест в следующий раз в пробке. Я придумаю обязательно какую-нибудь ситуацию, заберу вас, и мы вместе поедем пить пенное. Пожалуйста, кто под каблуком, пожалуйста, вот этот вот жест, вот этот вот обязательно подайте. Да, я вас обязательно вытащу оттуда. Осуждаю! Если к девушке пристает парень, и она напугана, она может заказать немножко разбавить атмосферу, а то все напряглись тут. Это кодовое слово. В таком случае бармен поймет, что девушке нужна помощь. Он должен притвориться, что узнал ее, вызвать полицию или вывести ее через черный ход. В 2012 году Анжела Кромптон была убита
мужем во время ссор. 4 года спустя ее именем назвали социальную кампанию «Позовите Анжелу». У аптек, магазинов, кафе и баров появилась фотография Анжелы Кромптон и инструкция. «Позовите Анжелу» — кодовая фраза, после которой персонал выведет человека через другую дверь, проводит до указанного места или вызовет полицию. В Британии в 2021 году появился аналог Анжелы «Позовите Энни». Энни — это аббревиатура, которая переводится «срочно сделайте что-нибудь». После этой фразы работники должны позвать на помощь. В России же в 2022 году был запущен аналог. Кодовая фраза «Позовите Галю». Кто-нибудь об этом знал? Нет. Нет, подождите. Кто-нибудь, кроме других ситуаций, Галю звал? Хоть раз вообще знал? Я вам серьезно спрашиваю. Я первый раз слышу. Я знаю фразу «Галя, жрать!» Да, или «Галя, у нас отмена на 5-й!» Вот это знаю. Это тоже кодовая фраза того, что ты усандолишься в очереди в этом. Кто-нибудь слышал? Нет? Смех-то на самом деле плохой. Кто вообще? Я первый раз слышу. Как это вообще работает? Где? Кого? Куда? Кто запускал эту? Я не шучу, они реально почему-то выбрали имя Галя. Он должен был срабатывать в заведениях, отмеченных специальным значком. Зонтик плюс молния. Но кодовое слово почему-то не прижилось. А что если продавщицы в пятерочке, когда зовут Галю, на самом деле намекают вам, что им нужна помощь? В Польше правозащитницы организовали поддержку женщин в беде через сайт с косметикой. Это был фиктивный магазин, где, поинтересовавшись натуральными средствами для тела, с помощью электронной почты или соцсетей, можно было вызвать на дом полицию. А главное, не привлекая внимания агрессора. Фиолетовая лента. Также международный символ насилия. Появился от созвучия слов «violet» и violence, фиолетовый и насилие. Я надеюсь, вам никогда не понадобится использовать эти знаки, но знать их обязательно. Знаете, в США, если на твою территорию, на твою частную собственность проникли грабители, ты имеешь полное право защищать свой дом, вплоть до стрельбы. 14 ноября 2017 года. Техас. Там вообще шутки плохи. Burglars breaking into a house next door. What's the address there, sir? Not my address, but next door, okay? Yes, sir. I've got a shotgun. Do you want me to stop them? Это реально. Ты прикинь, звонок в 112, говорит, слушайте, у меня дома есть, говорит, дробовик. Дробовик. Вы вообще понимаете, что это такое? Даже не ружье, это дробовик. Я, говорит, вижу, как в соседний дом залезли воры. Вы хотите, чтобы я их остановил? Nope, don't do that. Ain't no property worth shooting somebody over, okay? Well, they're breaking in right now. They're in their house. I'm watching them. 61-летний мужчина на пенсии заметил, как грабители проникли в дом соседа. И бдительный гражданин не стал мириться с такой несправедливостью. What's your last name, sir? Horn, Joe Horn, H-O-R-N. Hurry up, man. Catch these guys, will you? Because I ain't going to let them go. I'm going to be honest with you. I'm not going to let them go. I'm not going to let them get away with this. No. I'm going to shoot. I'm going to shoot. Stay inside the house and don't go out there, okay? Mr. Horn? Yes? I want you to listen to me carefully, okay? Yes? Got officers coming out there. I don't want you to go outside that house. And I don't want you to have that gun in your hand when those officers are poking around over there. Okay? I understand that. I have a right to protect myself. I'm right there. And a shotgun is a legal weapon. It's not an illegal weapon. He's coming out the window right now. I gotta go, buddy. I'm sorry, but he's coming out the window. Don't go out the door. Mr. Horn? Well, here it goes, buddy. No, you're dead. 911 Pasadena. Get the law over here quick, man. Get one of them's in the front yard over there. He's down. The other one's run down. Ни ногой в Техас не поедем. Там вообще просто народ не разговаривает ни с кем. Сейчас, говорит, блин, это мне даже стрёмно здесь смеяться. Он говорит, сейчас, говорит, подожди, они вылезают из окна. Сейчас, говорит,
61 год. С дробовиком. На, говорит, лососни. Там, говорит, один уже лежит. Второй, говорит, куда-то уполз. Did you shoot somebody, Mr. Horn? Yes, I did. Where are you right now? I am right out in the front yard waving my hand right now. You don't have a gun with you, do you? No, no, no. You see a uniformed officer? Okay, lay down on the ground and don't do nothing else. Полиция задержала Хорна, а также обнаружила 2 тела. 2 незаконных мигранта из Колумбии. Они ограбили дом, вынесли $2000 и украшения. Полиция подтвердила, что Хорн действовал в рамках закона. Он начал стрелять только в тот момент, когда грабители вступили на его территорию. Дело вызвало оживленное обсуждение в прессе по поводу пределов необходимой обороны. Смерть 2 афроамериканцев привела к протесту. Протестующие тогда заявляли: наша позиция заключается в том, что мы не оправдываем их действия. Мы осуждаем их действия, но Хорн действовал как полицейский, судья, присяжный и палач одновременно. 30 июня 2008 года Джо Хорн был оправдан жюри присяжных и избежал наказания. Его... Он их чё, к себе на участок выманил? Отпустили. А затем окружному прокурору по телефону поступила анонимная угроза. Не беспокойся насчет моего имени. Тебе лучше сделать вот что. Лучше выдвини уголовное обвинение против Джо Хорна и признай его виновным. Ведь если ты этого не сделаешь, кто-то убьет его на улице. А если он попадет в тюрьму, до него доберутся и там. Все просто. Его уже ждут в тюрьме, а мы ждем его снаружи. Мы убьем этого ублюдка. Друзья, как считаете вы, Джо Хорн законопослушный гражданин, который защищал себя, своего соседа и дал отпор преступникам? Или же это обыкновенный самосуд? Напишите обязательно в комментариях. Я в замешательстве, если честно. Я не знаю, что сказать в этой ситуации. Ну, давайте отталкиваться от того, что там есть определенные законы. Понятно, что они отличаются от наших. Очень серьезно. Ну, вообще, наверное... Блин, я не знаю, мне очень сложно судить. По-хорошему, понятно бы, что их поймали. Полиция, да? Тем более он вызвал. Если бы он даже не открыл стрельбу, их бы нашли. Короче, в комментариях. С другой стороны, если он не нарушил закон штата, закон есть закон. Не знаю, очень сложно. Я хочу узнать ваше мнение. В прошлом ролике я говорил, что согласно статистике 75% звонков не связаны с угрозой жизни и здоровью. Следующий звонок в службу 112 подтверждает это. Служба 112, 25-я. Здрасте. А скажите, пожалуйста, листья нападали на дороге лежат, на проходе. Вы этим занимаетесь, нет? Я даже не знаю, это какой-то финал. Листьями на проходе? Нет, это вашу управляющую компанию пусть убирают. Ясно. А вы чем занимаетесь? Ну, когда спасателями или листья? Сами нет, подумайте. Ну, если человек лежит на земле там или кто-то там. Но есть разница, листья лежат на земле или человек? Не, ну это бабуль, скорее всего, звонит старенькая, просто, ну, может обострение, может еще что-нибудь. Человек лежит на земле. А какая разница? Я вас что-то не понимаю. Я что-то вас не понимаю. Вы не видите разницы между лежит человек на асфальте или листья? Ужасно непрофессионально себя ведет оператор. Вообще ужасно, просто ужасно. Обостряет зачем-то. Это трэш какой-то. Ага. Вы не видите разницы? Ну, собака, человек, листья. Вы только людьми занимаетесь, да, и сумками. Мне даже ваш вопрос вообще не пойму. Сформулируйте. В данном случае листья вот упали. Ну, листья упали, осень. Почему должны спасать? Осень, все, я понял.
Ну, это инфекция же там. Какая инфекция в листьях? Осень. Сейчас октябрь месяц, 20 число. Ну сам этот. Клещи осенью. Не знаю, у меня кошки выскакивают, приходят с клещами. Я просто не понимаю, чем вам спасатели могут помочь, и что вы хотите конкретно уточнить. Ну все, короче, вы этим не занимаетесь. До свидания, спасибо. Всего доброго. Листья пришлось убирать самой. Вернемся к старым добрым маньякам. 7 ноября 2014 года в Спрингфилде, штат Теннесси, в 911 позвонил мужчина. Он хотел, чтобы о его жене позаботились. Вот только снова есть одно «но». Okay, what's going on? Alright, this is what's happened. I've been married 12 years. On the 4th, which would have been 2 nights ago at 4 a.m., I shot my wife in the temple of her head. I thought I killed her. And I put her in the freezer out in the garage. When I checked on her tonight, and she's not dead. She's got a big hole in the temple of her head. But I promise you this is a legit call. Ты представляешь, человек на операторе сейчас вот просто вот что с его головой сейчас происходит? Ты представляешь, вот просто вот она вот это все слушает и вот. Леонард Паркер очень любил свою жену. Он ее настолько любил, что выстрелил ей в голову, засунул в морозилку, а через 48 часов обнаружил, что она все еще жива. И поскольку он ее очень любил, он позвонил в 911, чтобы они помогли его любимой жене. Очень заботливый. Ну да, любовь она такая. Blink once means yes, blink twice means no. What is her name? Samantha Parker. Okay, we'll send somebody out there to her. Офигеть. I love her, I still love her. I've loved her every day I've been married to her. Okay, we'll send somebody out there. What was your first name? I'm not going to give you my name, sir. Okay, that's fine. Мужчину поймали. Спустя 13 часов после звонка он... Знаете, я вот после предыдущего ролика, первой части, все думал, зачем убийцы сами звонят в 911. И я говорю не про тех, кто раскаялся, а прям про настоящих маньяков, которые звонят, и им как будто просто хочется поговорить, просто рассказать. Как будто им хочется, чтобы ими восхитились, чтобы люди ужаснулись, когда услышали, что они сделали. И в голосе следующего парня я прям слышу это самолюбование. 22 июня 2013 года. Округ Трамбул, штат Огайо. Я слушаю эти истории. Что вообще, чего? Yeah. I just attempted to kill my mother and my stepfather. Okay, where are you at, sir? Hanging out in the woods in Southington. How did you try to kill them? With a knife. Do you need any, medical help right now? No, I mean, maybe. Okay, what's your name, sir? My name's Thomas. How can I help you, Thomas? How can I get some help to you? You know, I just really wanted somebody to talk to. Hold on 1 second for me, okay? You're not being very courteous with our conversation. Мужик убил 2 человек, позвонил в 911 и пожаловался, что с ним разговаривают невежливо. Но дальше еще интереснее. What was that, Thomas? You don't listen very well. I'm trying to... 911 operator, you think you would listen a little better to the people that are calling you. Okay, well, we're trying to help you out. I'm talking to my officers. I'm actually trying to help you. Okay. You're not helping me at all. Because I'm the one that committed the crime. То есть он это осознанно, он все это понимает? I'm actually helping you by telling you where I am. Okay, well, I appreciate it. Let's not get that misconstrued. No, we're not trying to do that. I'm just trying to figure out where you are so we can get some help. Now you're just kissing my ass. Okay, Can I talk to somebody else?
Let me talk. Hold on a second. Преступнику не понравился оператор 911, и он попросил другого. Hi, sir. Hi. Hi, how are you tonight? Oh, I'm good. Well, how about, can I help? My name, can I help you out? I do need some help. Okay. Like, I need some serious help, I think. Okay. Are you okay? Yeah. But, I mean, it's not me you need to be worried about. Okay. 28-летний Томас Стар был задержан. Он нанес ножевые ранения отчиму и матери. Отчим погиб, мать выжила. В 2014 году Томасу дали пожизненное с правом выйти досрочно через 30 лет. И Томас никак не объяснил, почему он это сделал. Что ж, теперь, на мой взгляд, это просто страшный звонок в службу спасения. Вера Пехтелева, девушка 97-го года рождения. Открытая, добрая, симпатичная. Вера начала отношения с Владом Конюсом. Парень из неблагополучной семьи. Они частенько ссорились. Жили вместе в квартире, которую помогали снимать родители девушки. Осенью 19-го года, во время очередной ссоры, Влад толкнул Веру. И тогда девушка окончательно решила: надо расставаться. Парень был категорически против. Он не хотел отпускать Веру. Девушка собрала вещи и переехала в общежитие университета. И тут все, наверное, могло бы закончиться. Но 13 января мужчина предложил Вере встретиться. Она должна была забрать вещи, свои последние вещи из квартиры. 14 января 2020 года девушка зашла в квартиру и, к сожалению, больше из нее не вышла. В дежурную часть полиции города Кемерово поступил звонок. Но не от Веры, а от соседей, которые начали слышать крики в квартире. Друзья, я ответственно заявляю, что впечатлительным действительно лучше перемотать. Оператор 112. Девушка, вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как где дверь-то открыта, там ее убьют сегодня? Полиция приедет, не надо материться. Затем еще звонок. Здравствуйте, нам бы полицию вызвать. А тут соседи какая-то бойня происходит. Девушка орет прямо истерически. Вызов сотрудникам полиции передали, направят экипаж для разбирателей. Затем еще звонок. 112. Девушка, ну а где экипаж? Я переключала вас на полицию. Что они вам сказали? Они нам ничего не ответили, они отключились. 102 спрашивайте, 102. И еще звонок. 1,5 часа назад вызывали службу, до сих пор никто не... 1,5 часа назад? Что? 1,5 часа к ней никто не приехал после того, как весь дом позвонил? Приехал своими силами, взломали дверь, девушка уже мертва. Наши действия. 3,5 часа девушка кричала. 7 звонков в полицию, но ей так никто и не помог. Соседи сами вскрыли дверь. Где была полиция в этот момент? Они искали свободные машины. Вообще нет нарядов. Ну и у меня то же самое. У меня сейчас участковый на машине, он забрал заявителей со строителей и на Ворошилова. В городе нарядов вообще нет. Вообще в городе нарядов нет. 3 коллеги, блин. Я даже не знаю, что сказать. Операторы действительно вызвали полицию. Сказала же, ну давайте хоть кого-нибудь. Бесполезно. Охрана какие-то сработки, потом ее в колесо спустила. Ответственный по охране общественного порядка вообще не знает, что делать. Полицейские действительно искали машину. Ленинский тебя беспокоит. Ну выручай, ну без тебя да пропаду. некого мне. Вообще некого никуда отправить. Только один, я тебе больше вообще не позвоню. Ну, пожалуйста. У меня пустота в районе, мне централа перекрывать. Но в какой-то момент они заявили, что у них кончился бензин. Что у нас с бензом вообще есть, нет? Печаль вообще полная. Знаете, я... Может быть, потому что я очень мало стал уделять время социальным всем сетям и вот этим вот всяким вот таким моментам. Я, если честно, ну, понятно, что это, скорее всего, не постанова, да, и
у меня нет слов. Это что-то из разряда... Да я даже и говорить-то нахер ничего не хочу. Я не хочу никого обвинять, кто мы такие, да, чтобы судить. И обобщать тоже неправильно. Услышав один звонок... Когда говорят, я не хочу никого обвинять, ну не знаю. У каждого, конечно, всегда свое мнение по поводу разных ситуаций, но я настолько в шоке. Я не знаю, что... То есть, как бы, у меня вот эти вот, ну, естественно, эмоции, да, то есть они как-то переплетаются, пытаются со здравыми мыслями. Я вот пытаюсь сделать так, чтобы я сейчас не сказал то, что я думаю. А думаю я очень, как бы, много всего. А по кадрам хорошо, ладно. Чего? Бензина нет? Бензина? Ну, то есть, смотрите, ну, кроме как его своровали, больше сказать мне нечего. То есть, если нет бензина, то, ну, он же выделяется. И выделяется согласно чему-то, да? Здесь нельзя не оправдать. Ну, забейте просто. Это надо с самых верхов до самых низов просто... Нельзя опасно, говорить, конечно, что вот у нас все операторы плохие. Я уверен, что очень много профессионалов, настоящих профессионалов работают в 112. Ни разу не встречал профессионалов в 112. Ни разу. Вызывал детям, вызывал в разных ситуациях 112. Ни разу мне не попадались за всю мою жизнь профессионалы своего дела. Вообще ни разу. В основном это всегда было на дорогах, потому что, ну, естественно, я катался, да, в Москву на протяжении 5 лет, каждый раз по дорогам, и вот как-то так. Вот, так что, ну ладно, да. Но очевидно, что ни разу мне не попадались. Никого обидеть не хочу, но факт. Хуже. Она намного хуже у нас настроена. И я это говорю не потому, что я в открытом доступе послушал какие-то звонки. Я это говорю потому, что почитал ваши комментарии под предыдущим роликом. Вы писали. Очень будет интересно почитать комментарии. У нас очень взрослая, здравая аудитория, причем с разных концов нашей страны. Напишите город и моменты, может быть, все-таки мне не попадались профессионалы своего дела в 112. Может быть, все-таки мне и так не везло в этом плане. Может быть, вы напишите другую сторону медали. Я буду очень рад почитать комментарии к этому выпуску. Очень рад. Писали свои личные истории, как вы звонили в 112 и там приезжали через 2 часа 3, а может вообще не приезжали. И даже не читать приезжали эти тоже было у нас. Тяжело. Поэтому я делаю такой вывод. Я надеюсь, что в будущем все будет намного лучше и за это возьмутся. Но пока очень страшно слушать все эти звонки. Что ж, ну и последний звонок на сегодня. Звонок в службу 112. И этот вызов... Что-то я, хоть и не впечатлительный человек, я под таким сейчас впечатлением нахожусь. И сказать-то нечего, и не добавить, не прибавить. И я не знаю даже, что еще к автору ролика сказать, к словам. Для меня абсолютная... Причем браво автору, он поднимает очень серьезные темы. И я очень надеюсь, что все-таки путем хотя бы таких манипуляций когда-нибудь кто-нибудь кого-то все-таки услышит и немножко начнут там тоже что-то делать или как-то, да,
исправлять ситуацию. Гадко. Здравствуйте, позвонили в полицию, вот и по городу Курган. Я говорю, пока 10 раз нажимаете, человека можно убить. Знаете, мы на лодке плавали, и мужика нашли в речке. И он весь разорванный, все, мы его подобрали. Мертвый? А потом хотели сначала зашить, но... Кого зашить? Мужчину? Да, там у него разорвано было брюхо. Где вы нашли труп-то? Труп или живой мужчина-то? Нет, труп, почему? У него целая куча шелухи и всего на свете. Я только уборку сделала в квартире. В смысле, вы его принесли в квартиру? Да, я думала, он, может, живой. Кто? Этот бобр. Бобр? Он в образе бобра. Мужчина в образе бобра? Ну, бобр, огромный бобр. О, курва! Чего? О, курва. Подождите, мужчина или бобр? Я вам говорю, животное. Труп-то мужчины или животного? Да животное, говорю, ты что ли? Мне здесь нужно, я могу вообще с балкона выбросить. Фамилия, имя, отчество ваше? Михайловна. Мануева? Девушка, вы что, первый раз в первый класс пошли? Убирайте мне отсюда из дома. Что? Она с каким-то подпивасом плавала на лодке, нашла бобра, неживого, привезла его домой и звонит 112, чтобы его убрали? Чего? Еще раз поясните, что у вас произошло. Больше мне не звоните. Женщина нашла мужчину в образе бобра, но вроде как это настоящий бобер. И принесла его домой. А он мертвый. Я надеюсь, что вам никогда не придется звонить в службу спасения. Можно я в конце этого выпуска ничего говорить не буду, ладно? Я даже не знаю. Я пойду ваши комменты просто почитаю и все прямо сейчас. Вот когда ролик выйдет, это что-то за областью вообще фантастики. Глаз дергается. Что происходит вообще? Это вообще это как? Подписывайтесь, ребят, на канал, подписывайтесь на телегу. Обязательно тоже подпишитесь на автора канала. Ссылки все оставлю внизу в описании. Я вообще просто в шоке. Буду ждать новых звонков и нового контента. Если вам зайдет, и если автор не против, посмотрим и другие его ролики. Очень интересный, очень крутой контент с крутой подачей.